Древние египтяне были одной из самых выдающихся культур прошлого. В области искусства, архитектуры и науки они на много лет опережали всех остальных. Причем опережали настолько, что даже современные историки не могут понять, как они приобрели те или иные знания и навыки. По сей день существует множество древнеегипетских открытий, которым историки и ученые пытаются найти рациональные объяснения. И в этом видео я расскажу о некоторых из них. Приятного просмотра! Помимо уже упомянутых областей знаний, египтяне также опережали всех своих сверстников в прикладном искусстве. В доказательство тому 27 древних величественных статуй древнеегипетской богини войны Сехмет. Находки были обнаружены на западном берегу египетского города Луксор, на месте храма Аменхотепа III. Каждая из статуй изготовлена из черного гранита. Это довольно сложный материал для работы, и должно быть, его использовали с определенной целью. Возможно, причина заключается в его долговечности. Если так, то это был действительно хороший выбор, потому что статуи все еще с нами спустя тысячи лет. Большинство скульптур имеют высоту около 2 метров, хотя есть и более низкие статуи, изображающие бога, который сидит на троне и держит в левой руке египетский символ жизни. Храм представляет собой огромный комплекс, занимающий почти 370 тысяч квадратных метров. Для сравнения, это площадь 65 футбольных полей. Археологи считают, что храм был разрушен землетрясением около 3000 лет назад. Однако там до сих пор ведут раскопки, поэтому, возможно, вскоре будут найдены новые статуи и другие артефакты. Мы не знаем, как была построена пирамида Хеопса, она же Великая пирамида Гизы. Кроме того, оказалось, что мы также не знаем, что находится в ней. В 2017 году группа ученых обнаружила и точно описала огромную скрытую комнату внутри пирамиды. Пространство длиной 30 метров достаточно, чтобы спрятать целый Boeing 747. Это первая доступная информация о внутреннем устройстве пирамиды с 19 века. Комната находится прямо над большой галереей и расположена под тем же углом. Это пространство хорошо видно на сканах пирамиды, сделанных с помощью новейшей технологии, которая отслеживает движение субатомных частиц, мюонов, но похоже, оно не связано ни с какими туннелями и другими входами. Возможно, внутри этого помещения есть что-то, что было намеренно замуровано при строительстве сооружения около 4500 лет назад, но выяснить это без проникновения внутрь невозможно. Египетское правительство до сих пор отказывается разрешать вскрытие пирамиды из-за серьезности возможного нанесенного ущерба. Понимали ли древние египтяне основные принципы работы электрического освещения? Вероятнее всего, конечно, нет. Поэтому нам не помешали бы ответы на вопросы о Дендерском зодиаке. Он находится под храмом Хатхор в Дендере. Большинство людей называют этот рельеф Дендерским светильником, и легко догадаться почему. Огромные предметы, которые человеческие фигуры держат в руках на этих рельефах, действительно похожи на гигантские лампочки. В их середине находятся нити накаливания, а из концов лампочек выходят элементы проволоки. Для любителей заговоров это еще одно доказательство того, что египтяне имели доступ к высшим формам технологий и опережали свое время даже больше, чем нам кажется. Египтологи считают, что на рисунках изображены змеи, которых переносят на листьях лотоса. Логика подсказывает нам, что египтологи с большей вероятностью правы, чем смелые приверженцы теории. Однако все же немного странно, что такое же расположение змей и листьев лотоса не встречается ни на одной другой известной древнеегипетской резьбе. Одна из самых странных древнеегипетских находок в мире больше не находится в Египте. Теперь она выставлена в Национальном музее древности в Лондоне, в Нидерландах, где находится с 1828 года. Речь идет о мумифицированном крокодиле длиной 3 метра, в которого древние египтяне поместили мумифицированные останки еще 47 детенышей крокодилов. Большой сюрприз этого открытия заключается в том, что работники музея не знали о наличии детенышей до 2016 года. В том году крокодил был просканирован с помощью современных технологий трехмерной визуализации в рамках проводимого учеными проекта. Они также обнаружили второго, меньшего по размеру взрослого крокодила внутри первого, что делает ситуацию еще более странной. Необычная мумия была создана около 2500 лет назад. По предположению историков, это дань египетскому богу Сабеку, которого обычно изображают с человеческим телом и крокодильей головой. Что именно надеялись получить от Сабека создатели этой несколько жуткой мумии, неизвестно, но они наверняка приложили для этого немало усилий.
Напта-Плая в Египте – одно из самых суровых мест на Земле. Это жаркая, сухая пустыня, которая едва ли пригодна для поддержания жизни. Но тысячи лет назад, когда здесь был построен необычный и загадочный каменный круг, все было иначе. Когда 7,5 тысяч лет назад эти камни были поставлены на свои места, в этом районе находилось озеро на территории пастбищ, где племена могли на некоторое время обосноваться, чтобы кормить своих коров. Вероятно, именно эти ранние поселенцы и построили каменный круг. Это одно из старейших известных археоастрономических сооружений в мире. Его основное назначение – отмечать летнее солнцестояние, но также оно служит для указания расположения звезд на небе. Некоторые астрофизики считают, что положение 3 камней у подножия круга является изображением пояса Ориона, а остальные камни вокруг него представляют Орион таким, как он выглядел тысячи лет назад. Вряд ли можно обнаружить раннюю христианскую иконографию среди реликвий и руин Древнего Египта. Так что же нам делать с находкой, которая была обнаружена в Египте в сентябре 2020 года? Она была найдена в древнем городе Аксиринх, гробнице, которая предположительно принадлежала писателю или художнику VI века. Это изображение, которое многие считают одним из самых ранних сохранившихся изображений Иисуса Христа. Картина сильно выцвела, но была защищена от солнца, так как покрыта тонким слоем ткани. На картине изображен молодой человек с вьющимися волосами, руки которого расположены так, как будто он благословляет. Если удастся подтвердить, что этот артефакт VI века, то он будет относиться ко времени первых христиан и коптскому периоду. Стена, на которой висела картина, покрыта надписями, которые еще не переведены. Сама гробница сильно повреждена и размыта. От нее осталось не более одной комнаты с несколькими сильно выветрившимися ступенями. Так что это почти чудо, что картина вообще была обнаружена. Розетский камень – это не только одно из самых важных египетских открытий всех времен, но и одно из самых важных открытий в истории археологии. Надписи на этом камне позволили нам понять иероглифы древних египтян и, наконец, начать разбираться в их культуре. Камень создан по приказу Птоломея V в 196 году до нашей эры. Желая объявить себя единственным истинным фараоном Египта, он выгравировал на камне грандиозную декларацию на греческом языке и иероглифах, чтобы к моменту повторного открытия камня в 1799 году все могли ее прочесть. Мы уже понимали, как читать древнегреческую письменность. Зная, что в послании на обоих языках написано одно и то же, мы могли расшифровать египетские иероглифы, сравнив их с греческим текстом. Это бесценный, чрезвычайно важный артефакт сегодня находится в Британском музее, но в последнее время все чаще говорят о том, что его следует вернуть в Египет. Иметь некоторые вещи в запасе очень полезно. У нас может быть запасной бумажник, запасная сумочка, запасное зарядное устройство для телефона или запасная шина для автомобиля. А как насчет запасной головы? Эта идея звучит смешно, но это одна из версий того, почему в древнеегипетских гробницах так много скульптур человеческих голов, каждая из которых имеет индивидуальные черты и, вероятно, призвана напоминать внешность умершего человека, похороненного в гробнице. Известно, что древние египтяне верили, что после погребения мертвые оживают в загробном мире. Но возможно, что если умерший человек получил тяжелую травму головы или потерял голову, то для завершения процесса оживления ему требовалась новая голова. На сегодняшний день найдено 30 таких голов. Самая ранняя из них относится к правлению Снофру в 2613 году до нашей эры. Хотя черты лица уникальны, волосы всегда уложены одинаково, а следы краски на некоторых головах позволяют предположить, что они были окрашены в яркий оттенок красного цвета. Согласно традициям того времени, погребальные статуи всегда устанавливались над землей, поэтому размещение этих запасных голов далеко от поверхности считается чем-то необычным. Идея о запасной голове всего лишь теория, но это лучшая теория, которая у нас имеется. Если вы влюбились и провели большую часть жизни со своим избранником, то вполне естественно, что в конце жизни вы захотите быть похоронены вместе. Очевидно, древние египтяне иногда шли немного дальше этого. В апреле 2019 года археологи, работающие на древней стороне кладбища Кувейсина, обнаружили 50-летний известняковый гроб, в котором две мумии были похоронены друг на друге. Пространство внутри гроба было более чем тесным. Его длина составляет всего 180 см, а ширина
на 60 сантиметров. К сожалению, мумии находятся в очень плохом состоянии, поэтому вряд ли мы когда-нибудь узнаем что-то новое о каждом из обитателей каменного саркофага. Однако вполне логично предположить, что у них была романтическая связь друг с другом. Мы видели множество примеров, когда египетских мумий хоронили друг на другах в погребальных ямах или на других кладбищах. Но во всех этих случаях у каждой из мумий был свой саркофаг. Эти люди находились в одном погребальном сосуде. Возможно, что захоронение было просто способом сэкономить деньги, но это кажется маловероятным. Вот еще одна необычная находка египетского захоронения. В 2013 году археологи, раскапывая кладбище в Амарне, наткнулись на пару скелетов в возрасте 3300 лет, на пальцах которых были кольца из медного сплава. Это первый и единственный случай, когда подобные кольца были обнаружены на останках древних египтян или вместе с ними. Эксперты уверены, что кольца люди носили еще при жизни. Однако до сих пор остается неизвестно, носили ли кольца чисто из декоративных соображений, или же их владельцы считали, что они обладают магической силой. Ученые смогли установить, что один из людей мужчина, скончавшийся в возрасте около 40 лет. При жизни он получил сильный перелом стопы, а также перелом бедра. Возможно, считалось, что кольцо наделено силой исцеления. Однако ни на одном из других найденных скелетов не было обнаружено следов подобных травм. Прежде чем строить теории, нужно найти еще немало примеров ношения таких колец. Однако пока это не представляется возможным. Если бы вы представляли себя египетским магом в древние времена, вы бы наверняка носили с собой что-то вроде книги ритуальной силы. 1300-летняя коллекция рукописей, известная как Пергаментный кодекс, написана от руки на коптском языке и находится в исключительно деликатном состоянии. Исследователям из Австралии потребовалось несколько лет, чтобы отсканировать и перевести его содержимое. Работа была завершена в конце 2014 года. Очевидно, что сила заклинаний и молитв, содержащихся в нем, не имеет предела. Есть заклинания, призванные принести вам успех в любви, успех в бизнесе или исцеление от любой болезни. Если, например, вы хотите подчинить кого-то себе, то забивая 2 гвоздя в дверь этого человека, повторяйте магическую формулу. На протяжении 7-8 века Египет был в основном христианской страной, о чем свидетельствуют неоднократные упоминания Иисуса в тексте. Тем не менее, в нем также есть ссылки на человека по имени Сиф, который описывается как живой Христос и третий сын Адама и Евы. Это, вероятно, определяет кодекс как собственность одного из верующих в Сифа, существовавших в Египте в ранние христианские века. А на этом у меня все. Если вам понравился этот ролик, то не забудьте оценить его, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Для меня ваша активность – это лучшая награда. Спасибо за внимание, скоро увидимся, пока.